Эй, физкультурники, привет, как ваше ничего? Так, сегодня у нас будет очень интересное видео. Мы идем снимать новую площадку, которую у нас в Ришине построили. Не знаю, может быть кто-то, кто живет здесь недалеко или в самом Ришине, уже видел ее и знает ее, но я ее совершенно недавно увидел первый раз и решил прийти посмотреть. Так как самому интересно, что тут настроили, потому что было видно, что она достаточно большая. Я отсюда вижу уже, что она достаточно большая. И что здесь сделали? Что построили для города? Еще место, где можно приходить и тренироваться. Итак, народ, смотрите, вот издалека мы смотрим. Вот все, что под навесом, это все тренажеры. Разные и всякие. Плюс вот у нас тут еще площадка, видите, сколько есть места заниматься на траве. Ну, длиной, я думаю, сколько тут? Метра 200 будет. Пошли смотреть ближе, что там есть внутри. Итак, народ, что у нас здесь есть? Во-первых, у нас здесь 3 дорожки, что там где-то в конце по кругу можно бежать. Есть круг большой, и вон там я вижу, я сейчас покажу, есть еще круг чуть поменьше, видать, разделяется. Это раз. Два. Давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Значит, первая часть. У нас есть вот такого плана разного типа тренажеры. Причем, то есть, если кто не знает, вот тут можно вес, чтобы он не так жил. Как мы подвинули, вес становится тяжелее, и, естественно, работа больше силовая. Думаю, что можно, наверное, чтобы как-то играться с весом, оставить... видите, тут есть дырки. То есть можно выставлять разную тяжесть. Замечательно, классно. Пошли смотреть дальше. То есть, в общем-то, у нас здесь есть таких несколько тренажеров. Они стоят по кругу, на грудь, на присед. Вот ногами работать. Тут сидя на плечи. Это можно как вместо штанги присед. Там вон еще грудной есть. Стоя. Это, скорее всего, тоже плечи. У нас, что у нас на картинке здесь? Да, плечи. И вон там вот еще повторяются также те же тренажеры с той стороны. Тут у нас есть хрень. Вот это вот реально хрень. Пострадать хуйней. А вот это вот классно. Чисто кростовский. Блять, заговариваюсь. С кроссфита. Такая хрень. Посмотрим, как она работает вообще. Ну, честно скажу, работает хреновато. Ну, в общем-то... блин. Итак, народ. Надеюсь, меня слышно хорошо. Типа кроссфита такие, знаете, которые делать надо попробовать. Честно скажу, бежать там не очень удобно. Если держаться, то толкаешь, а это что-то плохо вместе. То есть идея обалденная, выполнение, скажем так, на точке, не специально. Но то, что есть, уже хорошо. Ну, как я по большому счету сказал, здесь есть дорожка, и можно на ней бегать. Вот еще один круг чуть поменьше. То есть вон там первый круг, вот это чуть поменьше. Так, здесь у нас, что у нас есть здесь? Здесь у нас есть всякие тренажеры для подтягиваний. Вот такая вот толстая, я даже обхватить полностью ее не могу. Удобная, в общем-то. И вот так она выглядит. Скользит, надо что-нибудь, чтобы не скользило. Параллели вот такие. Вот. Здесь у нас есть что-то типа TRX. Но, вот, смотрите, тут есть кнопочка. По идее, ее можно нажать и вытянуть вниз. Они еще и внизу прикреплены. То есть это что-то, видите, они внизу закреплены и сверху закреплены. То есть это что-то типа TRX такие. Хамудно. На самом деле прикольно. Так, что у нас еще? Ну, тут, как я сказал, есть несколько видов подтягиваний. Здесь есть такой. Там есть вон с шариками. Тут можно просто полазить на руках для детей. Вот есть еще обычные совершенно брусья. Без всяких этих вот. Кольца хреновенькие, но есть. То есть кольца максимум можно принести свои. Вот этих вот несколько стендов с этим. Тут, вот это вот прикольная штука. Это типа кеттлбеллов, да, такая.
Такая вот хрень. Так, я сильно много применения ей не вижу, она не очень удобная. Надо придумать, что с ней делать. Канат невысокий, но есть. Тоже неплохо. Канат, как я сказал, нормально. Высота неплохая. Кольца, опять же, левые, но есть. Так что надо таскать свои, если что. А тут у нас в припрыжку подниматься наверх, подтягиваем. Там какая-то хрень, прыгать через нее можно, что-нибудь кардио делать, больше лазить. Вот это тоже. Ой, там. О, здесь у нас есть уже больше зона такая, можно шнурами, канатами поиграться. Тут всякого типа и высоты разных форм, и всего, что только можно. В метах, извиняюсь, и бары, подтягиваться. Вот такой вот небольшой риг чисто из баров, плюс вот вся вот эта линейка, это все бары разной высоты. И там вот есть еще один такой же. То есть тут у нас есть квадратненький, и здесь есть квадратненький такой же. Причем там еще есть и такая крутящаяся штука. А, она тут тоже есть. В общем-то, тоже неплохо. Посмотрим, насколько они скользят, не скользят. Когда жарко, скользит. Вот погнали смотреть дальше, что у нас еще есть. Значит, тут есть, я даже не знаю, что это. А, это сидя для начинающих. Параллельные брусья. Есть самые стандартные обычные параллельные брусья. Здесь, ну, что-то можно интересно с этим придумать для тренировок. Также вот это полазит. Такая же есть повыше вот сеть. Тут я уже показывал. То есть тоже, особенно для детей, можно прикольные тренировки делать. О, тут еще целый квадрат с перекладинами. Там много перекладин они навесили. Плюс еще 4 каната лазить. Смотрим. Вот еще 4 каната. Такое устройство обалденное. А это уже что-то типа как в Ninja. Кольца всякого вида разные. Захватки. На них можно... Вот, смотрите, всякого разного такого вида захватки. Вон еще круглые. На них можно даже попробовать. Хрен повисишь на одной руке. Итак, тут у нас площадка. Вот этот вот круг такой. Ну, не круг, а дорожка для ниндзя. Давайте смотреть, что у нас тут есть. То есть тут вот есть решетка проходная. Перелезть через нее. Да, вот такая вот. Тут есть вот как ниндзя на финише. Давайте попробуем сначала. Значит, тут у нас есть всякие вот такие вешаться идти. Тут лазить скалолазы. Погнали дальше. Тут у нас вот такие всякие шарики, кольца. Вот такая хрен повисишь на ней. Вот такие вот, которые, кстати, крутятся, тоже перебираться с одного на другую. Это висеть, отбегать, не знаю, там что с ними можно делать. Дальше канатики, в которых можно полазить. И вот такие вот чисто вот из кросса, это такая хрень, да. Тут еще вот такие вот есть для таких простых, как я, которые в скалолазании, вообще в этих вещах ни хрена не шарят. Вот она, видите, такая прикольная штука. Можно лазить чисто на руках. Ну, это будет... Прикольная вещь, слушай, она реально сложная. Она круто сложная. Так. Она еще и двигается. Не просто так. И через них прыгать. Ефе. Прикольно. Здесь вот какое-то прохождение такое с канатиками. Здесь... А, это мы пошли не сначала, а с конца, да. То есть сначала вон там доски, потом это, потом вот тут вот что-то. Пошло туда, круг сюда, надо залезть на вот эту решетку. Потом прохождение, вот тут всякие прикольные вещи. Интересно, она еще двигается. Такие, блядь. По ним наверняка надо будет ходить. Тут тоже надо как-то держаться. Или тут.
Они тоже вон двигающиеся, вот эти штуки, вот эти. Это бы наверняка крутящаяся, естественно. Дальше прыжки, прыжки и финишная прямая, залезть наверх. Замечательно. Тут у нас еще площадка для работы с собственным телом. Вторая сторона. У нас опять вот эти вот непонятные тренажеры, на которых, ну, просто посидеть, покурить можно, покурить, да? Это побоксировать есть. Вот такая груша, вот такая груша. Вон такой. Слушайте, а тут прикольно. Вот такая вот груша есть побоксировать. Есть вот такие вот стенды для бокса. То есть удары прямые, удары снизу, справа, даже ногами вон есть. Прикольно, и таких 4. Класс. Дальше у нас есть еще площадка, здесь заканчивается уже. И здесь у нас тоже есть какие-то несколько непонятных вещей. Честно сказать, я вот не знаю, что это такое. Это, наверное, ходить по ним, для тоже разрабатывать координацию. И тем, кому тяжело, даже можно руки поставить и держаться. И тут есть несколько, или для детей. Разные такие. Вуаля. Ну что, вот это все выглядит так. Вот у нас заканчивается здесь дорожка. Тоже маленький круг, и вон пошел большой круг. Единственное, что, конечно, я не вижу, интересно посмотреть, сколько она метров. То есть, судя по размеру, я думаю, что тут круг метров 300 точно должен быть. Но тут не написано. Клаб 65 плюс. Итхам легиля шлишей. Это Итхам легиля шлишей, вот все вот эти. То есть людям, да, у кого проблемы с координацией, вот здесь можно хорошо отрабатывать и ходить по нему. Обалденная вещь. Реально круто. Ну и плюс еще тут травы зеленые вон там дофига наружу, где можно тоже что-то делать. И вот что нашел. То есть, вот смотрите, вот там был это людям, которые 65 плюс. Это вот то, что мы закончили, где я вам показывал всякие вот непонятные тренажеры. Вот эта вот область, тут написано, это кикбоксинг. Кикбоксинг, то есть тут тренажеры разделены так, что можно заниматься, побоксировать и поработать на лапах, на грушах, на всем, чем хотите, да. Потом у нас вот это следующий, он называется, так и называется, нинджа. То есть следующий у нас так называется нинджа. Тут вот это вот у них дорожка беговая, проходить. Но плюс еще у них есть тут какая-то маленькая такая, где можно не только нинджей заниматься, но и все, кто хотят с весом собственного тела поработать, еще рядом с нинджей. Нинджа у нас тут есть. Да, как он называется? Это Митхам функционали, просто так и называется. Эпс. Что у нас еще есть? Это все нинджа, это Митхам функционали. То есть справа нинджа, слева функционали. Идем дальше. То есть я думаю, что в длину метров, не знаю сколько, 200 точно есть. Не, ну 150 точно. То есть 155, да, где-то метров 300 должна быть, значит, большой круг. Должен быть. Здесь у нас для 14-летних. То есть вот все вот эти решетки, что мы раньше видели, вот эти решетки, это все для детей. Такие делать им тут всякие приколы. 14 лет. Тут еще один функционалик, как мы уже видели. То есть я не буду заново показывать, уже смотрели. Идем дальше. О, даже стенка есть, чтобы перепрыгивать через нее. Прикольно. А это уже совсем для непонятных вещей. Вот это вот кеттлбеллы. И тут немного, то, что я сказал, кардио. Всякие бегающие и типа тренажерного зала небольшой. Прикольно. Вот такой вот у нас построили большой центр на улице для занятия спортом. И самое главное, что недалеко от моего дома, буквально минут 15 пешочком, как раз хорошая разминка пройтись. Вот смотрите, нашел карту, надеюсь, что-то видно. То есть, вот видите, тут расписано, что здесь внизу всякие модули, типа для 65 плюс, там экстрим, нинджа, комбат, всякие умные вот эти, как бы, там, кикбоксинг, обычные площадка с обычными тренажерами там для разминки. Вот это все выглядит вот так вот. Видите, вот это синий, это большой круг пробегать, а вот тут вот внутри есть вот еще поворот чуть раньше, и здесь есть поворот чуть раньше. Это дорожка бегает. И вот делится тут один, тут другой,
тут третий, тут вот ниндзя и вот это все, которое стрит-воркаут, тут кикбоксинг, тут для 65+. И так вот все оно разделяется. Очень обалденно. Здесь видно ТОВ бег 250 и 333. То есть, значит, вот этот маленький, если ты бегаешь вот это 250 метров, а если полный круг 333. Ну, как я сказал, 300 метров полный круг. Класс. То есть, в общем-то, такая вот площадка. Очень прикольная. Ну что, народ, я рад, что я пришел и посмотрел ее, что я показал ее вам, потому что я когда увидел, что у нас тут открыли такую классную большую площадку, это означает, что я могу здесь проводить тренировки. Не только для себя приходить тренироваться, так как тут куча всего есть, но также я могу здесь проводить тренировки и для людей, то есть групповые всякие тренировки, персональные тренировки, да, людям, которые любят тренироваться. На воздухе, на улице, кстати, если кто-то из вас живет здесь, в Ришане, или где-то рядом и хочет потренироваться, и кто ищет тренера, и просто хочет прийти потренироваться, и, пожалуйста, собирайтесь, приходите, можете написать мне, связаться со мной, и с удовольствием придем сюда и потренируемся. То есть очень большое, новое, классное место. Надеюсь только, что его не загадят, и что будет все классно, и что будут следить за тем, чтобы тут был порядок, потому что будет очень жалко. Такого второго большого в Ришине нет. Я раньше, ну не раньше, сейчас вот погода начинает налаживаться, я обычно по утрам ходил заниматься гимнастикой на море, а теперь, так как у нас открылось вот это новое место, буду ходить сюда. Во-первых, сюда не надо машину таскать, сюда пешочком можно пройтись или легкой пробежкой, как разминка, и позаниматься. Так что, народ, кому интересно, обязательно пишите. Ну а на этом будем прощаться, друзья. Как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео, друзья. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.